Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить электромеханической детской игрушке ГАЗ-24 Волга. Данная модель производилась на Горьковском автомобильном заводе предположительно с конца 60-х по начало 90-х годов. Эта игрушка была копией на автомобиль ГАЗ-24 Волга приблизительно в масштабе 1:18. Реальный автомобиль ГАЗ-24 в серийное производство с 4 фарами никогда не поступал. Несомненно, были экспериментальные прототипы автомобилей с 4, но об массовом их производстве речи и не шло. Скорее всего, 4 фары в игрушке было больше для светового эффекта. Игрушка ГАЗ-24 почти полностью сделана из пластика. Металлическими частями являются хромированные детали и элементы осей колес с маховиками. Машина приводится в движение небольшим электромотором, который установлен на ее задней оси. Питание осуществляется напряжением 4,5 вольта от батареи типа 3R12, которая в советское время называлась КБС или 3336, то есть карманная батарея сухая. Эта батарея вставляется в батарейный отсек, в который выведено два контакта. В передние фары встроены световоды с лампочкой, которые при включении машины начинают светиться. Под задним бампером есть тумблер, у которого три положения: выключено, движение вперед и движение назад. На передней оси можно установить вручную угол поворота колес. Кстати, колеса сделаны довольно реалистично, как для игрушки. Они идут с резиновыми покрышками и хромированными колпаками. Хромированные бампера, решетка радиатора и молдинги хоть и делают модель эффектнее, но из-за своего неточного исполнения делают ее более игрушечной. Хотя это же есть игрушка, и потому ожидать от него большего не стоит. На задней части этой игрушки есть имитация номерного знака. Изучая эту тему, я встретил только две его разновидности: GOL 1967 и 1984 GOL. По всей видимости, игрушки с номером GOL 1967 являются более ранними. Некоторые источники утверждают, что 1967 это год выпуска этой игрушки. Так это или нет, сложно сказать, особенно учитывая тот факт, что серийное производство реального автомобиля ГАЗ-24 началось в 1968 году. Других явных отличий между самыми ранними и поздними Волгами практически никаких нет. На более ранних ГАЗ-24 колпаки колес посередине подкрашены красным, а в поздних нет. На поздних моделях на днище возле переключателя есть надписи «назад», «вперед» и «выкл», в то время как на ранних их еще не было. Также может отличаться шрифт надписей, которые нанесены на крышку батарейного отсека. К сожалению, у моей модели крышка батарейного отсека утеряна. Коробок на эту игрушку было несколько разных вариантов, которые отличались дизайном, техническими надписями, ценой и даже названием. Личное ощущение у меня от этой игрушки ГАЗ-24 очень приятное. Сделана она качественно и довольно реалистично. В моем детстве игрушек на электроприводе, которые копируют реальные советские автомобили, не было. И думаю, что эта Волга была бы одной из самых любимых в моем детстве. Очень достойный экземпляр для коллекции, хоть и занимает немало места. Цена на эту игрушку сейчас стала повышаться из-за спроса на винтажные игрушки советского периода. Цена на ГАЗ-24 в хорошем состоянии и полной комплектации стартует от $20-30. Наличие коробки также прибавит немного к цене. До $100 могут стоить эти игрушки в нестандартных цветах или с какими-то наклейками, например, олимпийскими. Всем спасибо за просмотр этого небольшого обзора. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. Если у вас есть какие-то дополнительные сведения об этой игрушке, пишите в комментариях. Особенно интересует вопрос о том, когда же все-таки ее стали выпускать. Всем мирного неба над головой и до новых встреч на моем канале. Всем привет на своем канале. Сегодняшний обзор я хотел посвятить ГАЗ номер 102 представленную моделью РАЗ-1.